Есть, друзья, поклевка. Я тебя сейчас подниму сразу наверх. Ох, красавец. Пошел. Куда? Куда ты собрался, дорогой? Ну, поплавай. Поплавай, поплавай. Долго я его уговаривал. Минут 15. Хороший. Хороший, друзья. Ой-ой-ой-ой. Какой сильный. Ребятки, всем привет! Я уже думал в этом году рыбачить на боковой кивок у меня не получится. Но посмотрел по прогнозу и решил, думаю, ну пока погода позволяет, почему бы и нет. Я уже думал прятать боковой кивок, начинать рыбалку на хищника, спиннинг доставать. Но пока есть такая возможность, все-таки попробую еще раз порыбачить на удочку с боковым кивком, половить карпа. По прогнозу сегодня обещают хорошую погоду, слабый ветер, температура воздуха где-то в районе 18-20 градусов днем, сейчас примерно градусов 7 тепла. А вот такое сегодня туманище на водоеме. А там напротив лес, его не видно. Просто как молоко все. Все вокруг в тумане. Я уже накачал лодку, сложил снасти, собрал подсак, приготовил черви. Взял также сегодня еще и опарыша. Думаю, ну попробую пару раз на опарыша. Может, на опарыша получше будет ловиться карп. Но упор делать буду на навозного червя, конечно же. Сплавляться буду вот с такой вымостки. Классный кто-то сделал. Тут даже есть такая табуретка, не детская. Значит, сейчас попью чая, покажу вам удочку, на которую я буду ловить. И хочу, кстати, вам показать удочку на боковой кивок. Я еще одну приобрел фирмы Феникс для особо крупной рыбы. Ну все, не теряем времени и выплываем, пробуем рыбачить. Кстати, водоем, друзья, вот в таких водорослях, или я не знаю, что это, как похоже на плесень какую-то. Она и голубая цветом, и зеленая, и какая-то и рыжая. А вонь стоит, это капец от нее. И вот так практически вдоль берега она везде. Ну и вода такая вот зеленоватая, видите вы, да? Но рыбы дохлой нету. По крайней мере, пока я еще не видел. Какая красота осенью. Желтая и бордовая, и красная, все вокруг. Очень красиво. Так, рыбачить я буду, как обычно, пока на свою удочку Cold Dragon. Я ее уже неоднократно показывал. Вот такая штучка классная. Выдерживает хорошие нагрузки. 5,70. Вес, кстати, у нее, я все забываю сказать, около 500 грамм. Даже там 450 вроде бы.
Ага. И что еще? И поставил я шнур чуть потолще, 0,35. Шнур ставлю всегда темных цветов. Зеленый, может, если попадется вам там темно-серый, черный, такие цвета лучше ставьте. Но не яркие, не салатовые, оранжевые и так далее. Такие яркие шнуры я так думаю, будут отпугивать рыбу. И хотел же вам показать свою новую удочку. А это, друзья, удочка Феникс. Считается как премиум класс для супер большой рыбы, как заявляет производитель. Длина 5,70, силиконовые кольца, чувствительный кивок стоит, катушечка переделанная, подделанная. Шнур здесь стоит уже 0,41. Мормышка, сейчас вам покажу мормышка. Мормышка, кстати, морская я купил. Вот такая морская мормышечка. Ее даже крокодил не разогнет. На ее я сегодня пока рыбачить не буду. Уже если и буду пробовать на ее рыбачить, то скорее всего в следующем году. Просто хотел вам показать. Покупал я, кстати, эту удочку уже в сборе, с катушкой, с боковым кивком, с установленными силиконовыми кольцами в интернет-магазине Funfish. Кстати, и Cold Dragon я тоже в этом интернет-магазине покупал. Можете считать это как рекламой бесплатной от меня. Просто там работают хорошие парни, которые все вам покажут, расскажут, объяснят и так далее. Так, ну все вроде бы вам рассказал. Одеваем червей пучком, как и в прошлый раз. И вперед искать жмуры, ройки карповые. На этом водоеме берега практически везде заросшие камышом. А вот на самом озере водорослей нет. Нет ни кувшинок, ни других каких-то, ни кубышек, ни других каких-то водорослей. Ничего. Вот такие люди повыстраивали себе вымостки местные. Это озеро находится в центре поселка. И люди наделали вот себе такие вымостки. А, лебеди уже собираются в стаи. Клином уже летают. Собираются на юга. Плыву вдоль камыша. Не вижу ни одной ройки. Вообще нету. Ну, глубина здесь небольшая, 1,5 метра. И уже на такой глубине в такое время года карп питаться не будет. Он скатывается весь в ямки, приямки. И я решил поплыть там, где глубина 4 метра, 3 хотя бы, не меньше. На глубине до 2, даже, наверное, 2,5 метров рыбу искать нет смысла. Температура воздуха резко снизилась. И, естественно, рыбка вся пошла поглубже. Там, где потеплее вода, не так быстро остывает. А самая большая глубина здесь вот там, возле дамбы. Там глубина около 5 метров есть. Ну, а в среднем там 3,5-4 метра глубина. Друзья, проплыл практически по всему водоему. И ройки увидел тут одну недалеко от себя, но она исчезла. И еще одна впереди у меня тут начиналась, наверное, она спугнул. Вот, ребята, роечка. Первая, которую я увидел. Ну, небольшая вроде бы.
Но это ничего не значит. Может быть и небольшая ройка, а как вломится гигант, килограмм на 10. И будет вам а-та-та. Так, червячка я уже насадил, наживил. Карпик роется дальше там впереди от меня, недалеко. Сейчас будем пробовать уговаривать его на поклевку, если не спугнем. Дамба шумит, недалеко совсем дамба, поэтому заранее извиняюсь за звук. Не хватает, еще надо добавлять. Пузырит как раз там, где червяк. Такие ройки мне нравятся, когда карп роется практически на одном месте. А бывает, только появляются пузыри, оп, пропали. Появляются в другом потом месте. И вот так вот за ним плаваешь, 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 плаваешь. Гоняешься без конца. Наживка, как только легла на дно, сразу перестали появляться пузыри. Наверное, увидел червей и перепугался. Да, перешел дальше на 1 метр где-то. Так, будем помедленнее чуть приманку опускать. Есть, друзья, поклевка. Я тебя сейчас подниму сразу наверх. Ох, красавец. Пошел. Куда? Куда ты собрался, дорогой? Ну, поплавай. Поплавай, поплавай. Долго я его уговаривал. Минут 15. Хороший. Хороший, друзья. Ой-ой-ой-ой. Какой сильный. Поставил шнур покрепче, теперь я не боюсь. Куда ты? Я тебе не дам пойти на глубину. Пускай погуляет немножко. Так, какой ты давит, давит, давит. Ух ты. Ой. Давит. Конкретно. Глубина здесь... Ой, пошел. Не, да, нельзя давать ему, чтобы он опять оборвал мне все. Ну, я думаю, не десятка, но 6, наверное, точно. Эта удочка выдерживает все нагрузки. Вон пошел как ракета. Куда ж ты? Долго сопротивляется. Ничего себе. Кругами ходит по кругу. Не, дорогой. Да ты смотри, какой упертый. За верхнюю губу попался. Так, где подсак? Все, сдался, друг.
Ой, хороший, да ну. Может и больше 6. На берег, как выплывем, обязательно взвешу. Подсак у меня, конечно, не для таких карпов. Детский. Все, есть. Есть красавчик. Так, и есть красопета. Ой, коняра. Это коняра. Фу. Ну что, как вы думаете, друзья? Сколько в нем? Делайте ставки. Вот поперек лодки положил. На всю лодку. Красавчик. Это похоже на самца, кстати. Фу, вот это борьба была. Ну и дал он жизнь. Но я уже не боялся в этот раз, как на прошлой рыбалке. Вытягивал его нахрапом, поднимал ближе к поверхности воды. Руки до сих пор трусятся. Да и холодно еще пока. Где-то градусов 8 так и есть. Ничего не теплеет пока. Поклевки у карпа в это время очень слабые. Поэтому внимательно следите за кивком. Чуть-чуть пригнул кивочек и все. И надо сразу делать подсечку. Так, сейчас поплыву к коряге какой-нибудь тут под берегом. Положу в садок. И буду дальше рыбачить. Так, ребята, хочу вам его показать. В руках. Попробую так, чтобы не удрал хотя бы. Вот такой. Красавчик. Да, шестерочка, это точно. Шестерка по-любому. Вот так привязал к упавшему клену его. Все, пускай отдыхает пока. А мы продолжим дальше поиски роек. В этом месте немножко нашумел, пока его вываживал. Но все равно буду перемещаться вдоль этого берега. Глубина здесь большая. 3-4 метра карп. Особенно не боится. Это если был бы мелкий участок водоема, то там бы он бы весь ушел с того места, где я вываживал. Надолго. Кстати, ребята, на секундочку. Сейчас практически середина октября месяца. А вот такие карпики ловятся. Так. Насаживаем червя по новой. Так. Ну еще 2. Крючок у меня фирмы Хаябуса. Очень крепкий. Хороший крючок. Рекомендую. Еще ни разу меня не подводил. Не разъебался, ничего подобного. Рыбу я вываживаю без помощи катушки. Нахрапом. И он выдерживает вот таких карпиков. Не детских. Так, и следите, чтобы черви были гиперактивными. Иначе не будет он на них клевать, если они будут вялыми и не будут шевелиться как надо. Вот так. Вот, ребята. Такой пучочек. Так, ребята, только отплыл я. Еще не отошел от предыдущего карпа. И вот роечка, пожалуйста, вам как раз возле лодки. Что-то я начинаю опускать, а пузырьки больше не появляются. Сейчас появятся в другом месте. Хочу посмотреть глубину. Ага. Глубина примерно такая же, как и там, где я поймал карпа. Так, ладно, подождем, где он сейчас себя покажет. Главное, когда подплываете к ройке, делайте это как можно аккуратнее и тише. Как один мой знакомый друг любит говорить: не гони волну. Есть, ребята. Есть.
под самой дамбой взялся. Глубина метров 5, наверное. Ух, дракон. Крутит, крутит. Ну такой килограммчика 4 есть. Может больше. Да. Есть. Так, сейчас его. Возле дамбы роек, ну просто было там 5, 6, 3 и огромные ройки. И вот практически под самой дамбой взялся карп. Глубина метра 4. Есть, ребята, поклевка еще одна. Ой. Небольшой. Да небольшой. Вот такой красавчик. И этот, видите, какой не горбатый, обычный. Похож на сазана, но не сазан. Есть, ребята, еще один карп. Этого уговаривать недолго пришлось. Но я так понял, чем больше карп, тем дольше его надо уговаривать на поклевку. Было рядом ройки 4 или 3. Видать, он стайкой стоял, кормился. Буквально на третьем опускании наживки сразу поклевка. Кивок приподнялся, сделал подсечку, и все, и парень попался. Сколько роек только вокруг лодки со всех сторон. Глубина примерно такая же, метра 4, может 3 с половиной, вот так вот. Вот смотрите, возле лодки как раз, возле самой лодки. Опущу, может, не спугнет. Попробую опустить. Ну давай, давай. Чуть дальше перешел. Есть, ребята. Фух, сошел.
Так, подсек я его за чешую. Вот он и сошел из-за этого. А, смотрите. Чешуя. Фух. Вот это да. Хороший карп был. Но не засек его хорошо. Куда-то или под брюхо, я не знаю. Одним словом, на крючке осталась чешуя. Ну так по ощущениям, ну 5-6 точно килограмм, если не больше. Рыбачу уже 4 часика, друзья. Роек все меньше и меньше. Еще и подул ветер, пошла волна. Там, где волны нету, роек тоже нету. Попробую сейчас проплыть вот под этим берегом. Там волны вроде бы нету. Еще метров 200 можно проплыть. Если там роек не будет, буду выплывать на берег. Волна пошла по всему водоему, ребята. А это означает, что рыбалка на боковой кивок по ройкам больше невозможно. Карпуша. Есть. Выбрался на берег. Я забрал только одного карпа, самого большого, которого мы сейчас взвесим. Ну, он где-то примерно будет килограмм 6. А тех двоих, одного на 3 и одного на 5 килограммчиков, я отпустил. Единственное, что злупил, не показал, как я отпускал их. Позвонила жена, собирался в попыхах, надо ехать домой, делать дела домашние. Но могу показать. В лодке ничего нету. В рюкзак они не поместятся, и в садке только один. Так, ну что, сейчас взвесим этого карпа уже, чтобы уже точно знать, какой у него вес. Так, ребята, смотрим. 6,5. Минус садок 6,200. Ну вот и закончилась очередная рыбалка на боковой кивок. Я доволен. Повезло и с погодой, и с поклевками. Хотя ночью было где-то 6 или 7 градусов тепла только. К 8 утра чуть-чуть потеплело. Ветерка не было. Ройки были. И некоторые сработали из них. Карп ловился по ямкам, там где самые глубокие места. Там же он и кормился. На глубине 2-2,5 метра и еще мельче роек не было вообще. Спасибо, ребята, огромное всем за просмотр. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, всем отвечу обязательно. Делайте репосты видео. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Буду всем рад. Всем пока.